Девчонки, привет! Сегодня я хочу показать вам изменения в моем декоративном Project Penny за последний месяц. В начале видео хотела бы оговориться по поводу моих планов и отношению к Project Pen, которые сейчас у меня в голове. Дело в том, что я как-то уже в одном из предыдущих видео сказала, что за последнее время слишком много любимой косметики была вынуждена распродать, раздать, расхламить. И поняла, что слишком мало я ей уделяла внимания, потому что зациклилась на Project Pen, несмотря на то, что пыталась держать баланс. Поняла, что полностью отказаться от Project Pen я не могу, потому что все равно какие-то категории продуктов у меня так или иначе в моем личном каком-то, даже если не на камеру, Project Pen фигурировать будут. Это тональные, консилеры, пудры, средства для бровей. Это те категории, в которых разнообразие мне не интересно. Мне главное, чтобы продукт подходил, работал стабильно и был свежим. Именно поэтому я заканчиваю, открываю новое, не положу открытые банки. Вот. Поэтому я думала, как все организовать, чтобы и мне было комфортно, и вам интересно смотреть, и поняла, что сейчас по мере отчета я вам буду также показывать продукты, которые у меня добавятся для вас в Project Pen, а для меня в повседневную косметичку. Я за собой заметила последние 2 месяца, так у меня это и работает. У меня собрана повседневная косметичка из полного набора продуктов. Часть из этих продуктов я просто использую повседневно, потому что они у меня и так в ежедневном использовании, то есть только один открытый консилер, только один открытый там крем, только одна открытая тушь. Я так живу. И часть продуктов, которые у меня предполагают быстрый базовый макияж, когда я точно знаю, что они сработают, причем совсем быстрый макияж и уже полноценный, но который займет у меня минут 15, потому что я точно знаю, как работает каждый продукт, и рука уже к ним привыкла. То есть это косметичка на тот случай, когда я не могу подойти к своей косметической коллекции и выбрать что-то особенное из каждой категории, там румян, хайлайтеров, бронзеров, теней и так далее. Это вот именно тот набор, который так или иначе у меня используется, но хочу оговориться, что я больше не буду себя заставлять использовать эту косметику. То есть я буду ей пользоваться только ситуативно. Будет получаться каждый день, по каким-то категориям однозначно, да, замечательно. Не будет получаться чем-то воспользоваться даже раз в месяц, я не буду на этом зацикливаться. Посмотрим, как я буду снимать отчеты по подобному проекту. То есть это Project Pen, не Project Pen. То есть мы будем смотреть, как уходит у меня косметика в моем таком экстренном наборе, проверенном, ежедневном, которым я пользуюсь, когда мне нужно сэкономить время. Как правило, ну, это все равно где-то 2-3 раза в неделю такие ситуации случаются. Я буду смотреть по прогрессу, либо я пойму, что имеет смысл делать отчет ежемесячно. Если я через месяц увижу, что изменений-то особо по этим продуктам нет, то, соответственно, будем делать отчеты и смотреть с вами отчеты реже. Ну вот как-то так я поняла, что мне так будет с моей косметикой гармоничнее. То есть я хочу иметь разнообразие и не хочу чувствовать, что заставляю себя, потому что все-таки эта косметика это что-то из области нерационального, и мне важно оставлять это для себя, для души. Вот. Ну и полностью отказаться от проекта я не могу, потому что все равно, повторюсь, я на какие-то единицы продуктов все равно себя форсирую к расходу, да, то есть к использованию. Так, давайте начнем. Извините за долгое вступление. Начнем с бальзамов для губ, которые у меня слэш-праймеры для губ, которыми я пользуюсь перед началом макияжа. У меня было масло от Golden Rose, и оно закончилось. Хорошее было масло, неплохое, осталась бутылочка в Турции, показывала в пустых баночках. Неплохое, но не на постоянное увлажнение, то есть это такой ситуативный продукт. Если им пользоваться часто, все равно чувствовалось, что на ночь не хватает какой-то питательной маски для губ. Но в качестве такого праймера, в качестве такого посредственного увлажнения в течение дня, почему нет? После этого я перешла к использованию бальзама от NARS. Вот он мой бальзам от NARS, у меня он в розовом оттенке, Deep Toward.
И я, как всегда, не уверена, что правильно прочитала. Вот столько у меня здесь его. Я пользуюсь последние 2 недели только им. И мы как-то с вами его тут замеряли. Можно увидеть, что за 2 недели плотного использования бальзама-то этого у меня ушло всего 2 мм. Это показательно. Я думала, что он будет намного быстрее уходить. Очень-очень приятный бальзам. Классный. Достаточное увлажнение вот именно на период поухаживать за губами, там минут 20, пока я не нанесу основное средство для губ. Продолжаем пользоваться. В принципе, ну, я теперь уже не буду говорить, нравится или не нравится мне расход, просто он есть и нормально. Давайте договоримся, что сюда я буду складывать пустышки по проекту. Сюда давайте добавлю средства новые, которые буду вводить, их будет много, и я объясню почему. И сюда просто выкладывать средства, которые у меня уже были. Я хочу добавить в этой категории еще одно средство. Оно у меня и так лежит в косметичке. Просто хочу вам его показать. Я буду его использовать. Я планирую использовать его чаще, не замыкаться на этом. Наверное, буду их чередовать. И это мой любимый Buxom Plum Shot. Беру его не потому, что хочу закончить, а потому что надо заканчивать. Через несколько месяцев, через парочку, он уже будет год как открыт. Этого средства сейчас примерно вот столько. Я не хочу на нем делать отметки, но мы с вами так его замерим. Вот по букву Б. Классное средство, классный плампинг. Использую его как праймер. Он напитывает губы. После него есть покалывание, но после него и есть вот это вот ощущение напитанности, какой-то увлажненности. Мне вот этих двух средств в качестве такого увлажнения перед макияжем губ будет за глаза, и я с удовольствием буду ими пользоваться, а мы будем смотреть расход по ним. Далее у меня идут праймеры для лица, и я вообще поняла, что для меня праймеры это, как я уже говорила, бесполезный продукт, но это продукт, который я очень люблю. Мне нравится сам процесс нанесения праймера и какой он дает эффект, как у меня смотрится кожа. Даже если я потом перекрыла все тональным средством, ничего не видно, мне нравятся вот именно подсвечивающие праймеры. Никакие другие мне не нужны, а вот именно подсвечивающие я очень люблю. И у меня в проекте вот такой вот от Clarins, тоже добавляла его не потому, что он мне не нравится, а потому что уже пора его заканчивать. Оттенок 08, по-моему, какая-то лимитка был. Он вот таким жемчужным легким подсвечиванием. Приятный эффект дает на лице, и немножко он как будто бы немножко такое ощущение силиконистости. Но я бы не сказала, что забивает он поры, он не плотный, он легкий. У меня ушло достаточно большое количество, то есть вот. Я думаю, что он в феврале уже закончится. Я думаю, что здесь где-то на недельку, может на полторы. И он у меня закончится, и я рада, что у меня такие продукты для лица не застаиваются. Забыла, что здесь новые продукты будут лежать. И хочу добавить еще один праймер, потому что у меня их было два подсвечивающих, и также еще один открыт у меня уже достаточно давно. Это праймер от Миша, корейская марка, как вы знаете. Так, куда бы его нанести? Он уже с такими розово-жемчужными частичками, с розовым подсвечиванием. Он мне тоже нравится. Тоже немножко такое у него силиконистое от него ощущение. И тоже мне нравится эффект. Он почти полный, я пользовалась им редко. Тем не менее, летом, опять же, будет уже год, как он вскрыт. Здесь как раз на баночке указано 12 месяцев. Сейчас у меня в коллекции поступит еще два праймера. И уже я буду стараться их не открывать. То есть я точно так же буду заканчивать продукты по мере их открытия в этой категории. Отказать себе в этой бесполезной категории, в этом бесполезном шаге, как подсвечивающая база, я не могу. Мне очень нравится именно процесс. Он практически полный, его невозможно замерить. Ну, где-то вот так, наверное. Потом, когда будет какой-то прогресс, уже тогда будем отмечать. В качестве тона в этом проекте у меня был тон от Лизда, и вот этот продукт, который мне абсолютно не нравился, он закончился, был в пустых баночках, остался в Турции. Я рада, что его закончила. Не могла себе позволить его выбросить, ну вот так вот, тон за 1500 я не могу выбросить. Он закончился довольно быстро, мне он не подошел. Он на мне не усаживался, он проваливался в поры,
Он был неустойчивым даже после фиксации пудрой. Ну и он ничего не перекрывал, но это я как минус не считаю, потому что он и не заявлен как кроющий. Но вот эти 3 фактора, это было ужасно. Он настолько отвратительно смотрелся на лице. Ну, то есть сносно, да, когда вы смотрите на себя с расстояния собеседника. Но я уже давно не видела у себя такого ужасного эффекта от тональника. Честно скажу, ужасный продукт, никогда больше. И ему на замену я хочу взять проект Enough. Это сейчас единственное открытое мое тональное средство. У меня есть несколько в запасах, я их покажу в покупках. Ну а вот это вот буду использовать, пока оно свежее. Этот тон открыт несколько месяцев, я его замерила, вот столько его здесь. Его не особо-то замеришь, как можно понять по оттенку, у меня это оттенок 21, он немножко темноват, но он хорошо распределяется и немножко подстраивается. Видно, что он мне сейчас желтоват, я надеюсь, что он мне будет подходить больше. Ну, в принципе, при распределении он смотрится хорошо, видите. И даже если тонко распределять, кстати, подсвечивающую базу от Миша, через него видно. Это очень классно, я люблю такой эффект. Я жирнокожик, который любит, чтобы у него блестело лицо. Вот так. Добавляю это средство и буду его с удовольствием использовать. Я люблю Enough, и у меня была... Это моя 3-я баночка. Да, 3-я. И меня все устраивает в них. Девочки, у меня, оказывается, тон от Лизды кончился в Новосибирске. Так что пустышка засчитана здесь. И консилер от The Same. Это классный консилер, один из моих сейчас любимых, наверное, даже самый любимый. Тип консилера он называется, у меня оттенок 01, я себе уже купила повтор, лежит у меня запечатанный. Я его закончила, видите, прямо он не набирается вообще на щеточку. Очень такой был пигментированный продукт. Вообще он мне очень понравился, потому что это такой консилер, который я себе могу позволить и под глаза нанести, у меня не сухая кожа под глазами, и на какие-то нюансы нанести. И он классно сидит и там, вообще просто без нареканий, очень классное средство. Всем советую, стоит копейки, хватает надолго, ну, в общем, классная штука. Ему на замену в свою постоянную косметичку Slash Project Pen добавляю вот этот вот консилер от 7 Days. Свеженький, пользовалась им, ну, наверное, раза 3. Кстати, осталась довольна. Вот не зря на него очень классные отзывы на Wildberries. Я вообще его взяла, просто по отзывам на Wildberries зашла и самые популярные средства себе несколько консилеров заказала. И, кстати, все они оказались неплохие. Вот такой вот он светленький. Он не такой кроющий, как The Same. Он такой более легкий, более прозрачный. Он не перекроет несовершенство, но у меня вот этот вот тон от Enough, он все перекрывает. То есть он вот и лежит тонко, классно, и при этом кожа не пересушенная, и при этом он не свозится, и при этом он перекрывает какие-то покраснения, то есть консилеру остается только сработать под глаза. Поэтому я думаю, что вот этот вот Bicolor у меня будет очень долго. У меня это оттенок 01. Он выглядит таким большеньким, но я думаю, что это эффект стекла. Производители часто так делают. На самом деле сама емкость под продукт намного меньше. Беру его в расход, даже интересно, насколько его хватит. Теперь давайте к пудрам. У меня в Project Pen вот такая пудра от The Same. Я вообще планировала от нее избавиться, потому что она мне не нравилась. Выяснилось, что она мне не нравилась в сочетании с вот этим ужасным тональником от Лизды. Она плохо очень работала, но с Enough она уже сработала намного лучше. Здесь есть углубление. Я думаю, что к концу этого месяца мы с вами увидим донышко. Какая дальше будет судьба этой пудры, не знаю, потому что я уже настроилась на то, что сначала я настроилась, что ее продам, потом, что я от нее избавлюсь. В итоге я сменила тональник, и пудра работает чудесно, смотрится хорошо. Я использую ее именно на Т-зону, фиксирую ей под глазами. Не видно, пушок не подчеркивает. Хороший бюджетный продукт в итоге. Ну вот, не знаю. До донышка дотрем, дальше посмотрим, поедет она со мной дальше из Новосибирска или не поедет. Но пока устраивает абсолютно. И так как я не знаю, какова будет судьба этой пудры, сразу хочу добавить еще одну. Решила все-таки взять в постоянное использование вот эту вот пудру от Guerlain.
Я как-то снимала видео, по-моему, это была инвентаризация. И девушка мне написала, что какой-то комментарий был в духе, что за глупость не использовать пудру, потому что жалко. И, ну, действительно, что за глупость? Я подумала, зачем я буду ее хранить? Вот. В конце концов, она до сих пор продается, и если мне вот прям захочется, я всегда смогу ее повторить. Это Parure Gold, и это самая старая пудра у меня в коллекции. В ней есть углубление. Вообще, это пудра дробь тональная основа. Кладу ее в косметичку и буду, наверное, ее использовать в те дни, когда захочу покрытие полегче, без тонального средства. Я думаю, что на Мишу вот эта пудра ляжет хорошо. Она классный дает эффект на лице. Вот как раз я свяжу воспоминания, закончу ее и, наверное, даже упаковку выброшу. Хотя здесь можно менять сменные рефилы, но, если честно, сейчас я чувствую, что морально я от нее подустала. Плюс у меня очень много пудр в коллекции, очень много. И просто нет смысла зацикливаться на чем-то одном. Вот, это получается новое, то, что я добавила. То, что я убираю из проекта, это пудра терракота от Guerlain. Позиционировалась как хайлайтер, но я ее распробовала как подсвечивающую пудру. Действительно, она хорошо работает. Она легкой кистью при нанесении дает такой эффект, как от золотых шариков метеорит. Такие золотистые блестки по всему лицу. Я поняла, что я ее оставлю пока. Я успокоилась по поводу того, что она не работает как хайлайтер. Она не дает желтой базы на лице при легком нанесении. В общем, в принципе, она меня устроила при таком применении, и я ее спокойно просто откладываю, потом вернусь к ней попозже. Переходим к продуктам для лица. И хотела бы добавить кое-что новенькое. Показывала вам в покупках вот этот набор от Nude Stick. Хочу добавить его в проект, но у меня он просто будет лежать в повседневной косметичке, потому что это оказались очень классные средства для такого очень быстрого, легкого и такого незаметного, невесомого макияжа. Они очень классно смотрятся на лице, и мне нравится, какой от них эффект. Их здесь немного. Это бронзер и румяна. Давайте смотреть, сколько румян. Вот это их максимум. Так. Не буду заставлять себя ими пользоваться, потому что, ну, их совсем тут чуть-чуть. Но буду пользоваться, если нужно будет куда-то утром выбежать. В самолет, опять же. И вот бронзера. Его здесь поменьше. Но все потому, что у румян такая более полупрозрачная текстура, их уходит больше. В общем, вот эти два средства у меня в постоянной косметичке вместе со спонжиком. И я периодически к ним обращаюсь ситуативно, скажем так. Есть у меня в проекте вот такая вот палетка от Kevyn Aucoin. Она у меня в постоянном использовании. Я использую ее каждый день. И хочу сказать, что я ее распробовала. Конечно, за ту цену, которую сейчас за нее просят на Золотом Яблоке, ее покупать смысла нет. Лучше купите себе Hourglass. Но это очень хорошая палетка, особенно за ту цену, за которую я брала ее. Здесь знаменитый скульптор от Kevyn Aucoin, Sculpting Light. И на самом деле, не знаю, будет вам видно или нет, но за месяц у меня образовалась ямочка. Я беру вот с этой стороны рефила, и прямо есть неплохое углубление. Я даже думаю, что за этот месяц мы с вами дойдем до донышка. Эти два рефила я не использовала. Вот эту сторону рефила я также не использовала. Выбираю румяна вот с этого края, и мне нравится. У них такой полупрозрачный получается эффект. Они хороши для того, чтобы зафиксировать кремовые румяна или просто для какого-то легкого такого румянца естественного. Здесь у меня хайлайтер от Essence. В нем тоже есть некоторые изменения, некоторая ямочка. Набираю его, ну, так получается. Просто набираю его кисточкой вот в этом уголочке. Потом по всей поверхности вот этого рефила я набираю легкой кисточкой. Это у меня как подсвечивающая пудра сейчас. Вот так на пальчиках выглядят эти продукты. Меня очень устраивает палетка. Я ее распробовала.
и я не хочу от нее избавляться, она классная. Вот, не знаю, пудру вам совсем не видно. Вообще, Кевин Акван, он преподносит это как хайлайтер, но это, знаете, хайлайтер, не знаю, с прошлого века, из 80-х. Классный скульптор. Мне очень подходит этот оттенок, потому что он не серит, не розовит. Он дает такую классную, здоровую скулу без изнеможденности, что даже, в принципе, можно обойтись без бронзера. Очень классная вещь. Вообще вся палетка в свое время стоила как однушка скульптора, в то время как скульптора здесь по объему столько же, сколько в полноценной однушке от Кевина. Именно поэтому я и взяла эту палетку. Румяна полупрозрачные, но они хорошо ложатся. Жирненький хайлайтер от Essence, он просто великолепен. Ну и подсвечивающая пудра, ее так не особо видно, она ложится на лицо такими золотистыми отдельными блестками. Я там ее на лоб наношу, ну так. В общем, расход идет, я вижу изменения, и я ей довольна, поэтому оставляю ее в косметичке, пускай расходуются. Потом посмотрю на остальные продукты. Если вот этот мне будет слишком темный, ну просто я уже избавлюсь от всей палетки. И еще один продукт для лица я добавляю в повседневную косметичку. Это вот эта малышечка хайлайтера от Ofra. У меня это миниатюрка оттенка Blissful, один из самых знаменитых оттенков у Ofra. Мне кажется, он должен быть очень похож на оттенок Mesmerize от Rare Beauty. Он тоже очень яркий, с розоватым подтоном. Он мне темноват, когда я в самом бледном своем амплуа. Но я его беру, чтобы, когда у меня быстрый макияж, я не лезу в эту палетку, чтобы я просто взяла однушечку и могла даже пальчиком куда-то нанести прямо чуть-чуть. Он классно смотрится, и на глазах классно смотрится. Это новый продукт. С лицом все. Давайте немножко по бровям пробежимся. Во-первых, у меня закончился гель для бровей от Pussy. Я этому безумно рада, потому что он был для меня бестолковый. Мне не очень нравилась щеточка, и мне не нравилось, что он слишком долго фиксируется. Соответственно, мои толстенькие бровки умудрялись опуститься, пока он там пытается их фиксировать. Далее у меня в использовании вот такой маркер от Vivienne Sabo, который внезапно раскрасился, и теперь по нему не поймешь, вообще собирается он заканчиваться, не собирается. В общем, пока красит, я ему уже взяла замену, но пока он у меня в использовании. Хочу добавить в Project Pen вот такой вот гель для бровей. Это гель от Mara, просто потому что очень большая баночка, ну и как бы открытая, нужно заканчивать. Здесь вот такой вот прозрачный в итоге гель. Он, кстати, классно фиксирует брови. Он чем-то похож на мыло для бровей. Мои жесткие брови он сразу же ставит как надо и держит. Держит в течение дня, и мне это нравится. Неожиданно стоил он, девчонки, 30 лир. 30 лир на российские деньги – это 90 рублей. Поэтому я, естественно, им довольна и буду продолжать использовать, чтобы не лазить кисточкой в эту баночку. Я как-то вам уже рассказывала. Я либо ногтем, либо оборотной стороной кисти подцепляю горошинку этого средства, равномерно наношу полосочкой на руку и потом набираю кисточкой. Таким образом гель наносится равномерно, и микробы и вот эти вот всякие частички других косметических средств, там тональника или каких-то карандашей для бровей, они не попадают в гель. Гель остается всегда в хорошем виде. В общем, это планирую закончить долго. Прошлый такой гель я заканчивала, ну, наверное, месяцев 5. Ну, ничего страшного, пускай расходуется, он мне нравится. И добавляю также тени, которые я использую в качестве теней для бровей. Это однушка от Ofra в домике из-под Makeup Forever. Здесь уже такая приличная ямочка, на самом деле. Не знаю, я, по-моему, вам их и не показывала. Я периодически ими пользуюсь. Как вы можете видеть, здесь такой неоднозначный оттенок вообще-то для бровей. То есть он с рыжинкой, с теплинкой, коричневый, да еще и сатиновый. Когда я летом пользовалась им и осенью в Турции, у меня еще был загар. И мне этот оттенок подходил. Я его добавляю в проект. Я им попользуюсь, посмотрю, подойдет ли он мне сейчас, потому что загар у меня уже сошел. Немножко я стала попрохладнее.
Вот, я посмотрю, если мне прям будет очевидно вылезать вот эта вот рыжина, потому что, ну, видите, какой оттенок? Ну, даже удивительно, как он мне подходил для бровей, но серьезно, он на брови мне смотрелся хорошо. Ну, вы видите, сводч какой. Кто бы мог подумать. В общем, я посмотрю, если он мне не будет подходить, то мы просто от него избавимся. А если он будет продолжать работать, и вот этих блесток не будет видно, ну, просто буду его использовать как тени для бровей после этого маркера. Почему нет? Так-то я помню, что была этой штукой довольна. Переходим к глазам. Сразу хочу сказать, что добавляю в Project Pen вот такую вот штучку. Это база от Art Deco. Я ей пользуюсь недолго, кстати говоря, меньше полугода. Но, во-первых, посмотрите на расход. Не сравнится с базой от Urban Decay. Urban Decay просто вечная. Здесь очень большой, я считаю, расход. А еще она начала подсыхать. Я обратила внимание, потому что она какими-то комочками набирается и стала более, как сказать, туго распределяться. С чего я просто сделала вывод, тут вот написано 12 месяцев после вскрытия, я сделала вывод, что она подсыхать начала, и просто даю вам понять, что я так и буду продолжать ее регулярно использовать. Я планирую купить еще одну-две базы или подложки, которые буду использовать в качестве базы под тени, но их я вскрывать не буду, а на Art Deco у меня будет упор. В проекте у меня было 3 тенюшки. У меня была рассыпушка от Тами Танука, по-моему, называлась «Презирающая опасности». Девчонки, я выставлю ее на продажу. Отдельно я ее продавать, естественно, не буду. Я просто ее положу в дополнение к теням от Тами Танука, которые буду продавать. Слишком яркий для меня оттенок. Я пару раз им воспользовалась, поняла, что нет, я не хочу себя насиловать. Также у меня в проекте были добавлены вот такие тени от By Terry. Здесь очень красивый шоколадный оттенок. У меня их уменьшилось вот настолько. То есть сейчас вот столько этих теней, чуть-чуть совсем, но я просто использую их в качестве коричневого карандаша. Я думала, что буду использовать в качестве подложки, но мне этот оттенок темноват. То есть я использую так, вдоль ресничной линии, просто немножко затемнить, очертить глаз. Поэтому, ну, он и так расходуется, поэтому я не переживаю, пока реакции у меня нет, хотя эти тени очень старые. Пускай заканчиваются естественным путем, стика здесь достаточно мало, все, вот он выкрутился. Но они мягкие, быстро уходят, ну, просто уже старенькие. Пускай закончится, от них я не избавляться не буду, не налегать на них не буду себя форсировать, скажем так. И в проекте у меня жидкие тени от Marc Jacobs, последние в коллекции. Небольшой расход, совсем минимальный. Делала им порядка 4 макияжей. Думала, что буду использовать как тени на все подвижное веко, тогда бы, конечно, был расход больше, но что-то вот темновато мне такие оттенки, поэтому я практически их не использую. А еще, когда я позавчера делала ими макияж, они мне начали немножко припекать веко. Это, конечно, такой звоночник. Открыты они у меня уже давно, больше 2 лет. Они даже сейчас, по-моему, немножко жгут мне руку. Поэтому эти тени я еще попробую один раз, чтобы понять, испортились они или нет. Если испортились, то я их выброшу, потому что, ну, у меня такое ощущение, что жжение идет даже на руке. Ну, конечно, такое не дело. Да, мне руку жжет. Ну, в общем, один разочек попробую нанести. Если мне ничего не показалось, то я просто от них избавлюсь. Так, нет, девчонки, мне реально жжет даже руку. О, боже мой, первый раз такое. Поэтому я их срочно стираю с руки, и мы избавляемся от них, это мусор. Очень жаль, красивый оттенок, но у них изначально не было особого шанса, потому что он темноват и плешивит. Вот видите, у меня здесь покраснел участок руки. Слава богу, это не с глазами произошло. По поводу теней в проекте. Я говорила, что не добавляю пока тени, потому что у меня еще в использовании есть палетка «Ретроградный Меркурий». Она у меня еще весь февраль периодически в макияжах, я ее беру. Она мне очень нравится, но она уже у меня и развалилась, и я там множество теней закончила. В конце февраля я сниму
финальный отчет по ней, и мы от нее избавимся. И вот уже с марта я хочу показать вам тени, которые у меня будут в постоянной косметичке, чтобы вы знали, я их буду показывать, я не буду себя насиловать, их как-то использовать, но я хочу, чтобы они были в регулярном у меня использовании. Во-первых, это уже часто виденная вами Smoky Quartz, моя любимая палетка от Тома Форда. Сейчас она у меня выглядит вот так. Она участвовала в проекте 100 использований и прошла половину, то есть 50 с копейками использований. Я от нее подустала, немножко отложила. Сейчас достаю снова. Это будет моя палетка-помощница. В ней просто шикарные оттенки. Вот эти два, вот этот вот и вот этот коричневый, они с краснинкой, хотя вот на пальчиках смотрятся нейтральными. Но они именно такие коричневые, которые подчеркивают мою внешность, которые идут зеленым глазам, красным волосам, в общем, которые не убивают внешность, потому что есть коричневые с серинкой, которые мне не заходят. Вот смотрите, ну очевидно, что-то красноватое в них есть, кирпичное, и мне они очень нравятся. Вот этот оттенок я так и не распробовала, он на мне уходит в оливку, и не очень он мне пока нравится, может быть, я чего-то не понимаю, но вот эта палетка, она у меня лежит вот во всей этой косметике, во всем этом наборе, и когда мне что-то нужно, я буду к ней обращаться. Также хочу добавить вот эту палетку, это Huda Matte, Cool Matte, прошлогодний запуск от Huda, последнее, что я от нее брала. Я была довольна этой палеткой на обзоре, и, собственно, мое мнение не изменилось. Здесь подсохли Cream to Powder оттенки, но ими можно спокойно продолжать пользоваться. Здесь классная розовая подборка. Она идет от холодных розовых до теплых розовых, до таких даже мауф оттенков. Розовый на все случаи жизни. Почему я кладу две вот эти матовые палетки? Дело в том, что у меня в хотелках на этот год при первой же возможности палетки от инди-брендов и в том числе конек от Adept. Я очень хочу эту палетку, но я не буду брать ее в России у байеров. Я буду брать ее, когда мне будет доступна доставка от Adept и когда я смогу применить хоть какие-то коды, потому что она очень дорогая. А также я планирую использовать свои уже имеющиеся однушки и приобретать к Леону. Поэтому я думаю, что две матовые палетки для построения формы мне будут кстати. И пусть они лежат у меня в повседневной косметичке. Буду вам показывать, меняются они или нет, но не скажу, что буду специально себя насиловать и делать на них какой-то упор. И также добавляю вот эту палетку от Шарлотты. У меня это лимитка. Называется она Celestial Eyes. Она очень старая, чуть ли не 19 года. И она подсохла. Когда я делала расхламление теней, я ее засводчила, поняла, что она подсохла и требует к себе внимания. Это пока единственная палетка, которая потеряла свои свойства у меня, которую я прям очевидно заметила, что она потеряла свои свойства. И здесь такие достаточно универсальные для меня цвета. Периодически буду ее доставать, использовать, добавлять в какие-то макияжи 1-2 оттенка. Пусть она не пролеживает. По поводу остальных своих палеток я не беспокоюсь. А вот это пусть получит побольше внимания. Я думаю, что к концу года я от нее избавлюсь. Что еще по глазам? Во-первых, у меня было два карандаша для глаз. Они остаются. Вот этот карандаш, грифеля здесь, не буду его просто выкручивать. Грифеля было здесь вот столько, стало вот столько. Минимальный расход. От этого карандаша я избавлюсь в конце февраля, просто потому что он мне не нравится, он бестолковый. Он мне ничего не дает. А зеленый карандаш, ну, сейчас сравним с картинкой. Но я его точила пару раз. Как я и думала, как бы я ни хотела, как бы мне ни казалось, что он классный в макияже, такие цвета я не использую. Очень редко.
тоже думаю, что он не переживет расхламление на начало марта. И была у меня тушь. Тушь закончилась, и теперь у меня в использовании новая тушь. Это False Lash Mascara. Мне она не нравится. Такое впечатление, что она у меня подсохшая. И знаете, еще такой момент, как только я прилетела в Сибирь, у меня опять стали отпечатываться все туши. Все туши, которые я тут не пробовала, а их уже было 3, все отпечатываются. В Турции намного более влажный климат. Тем не менее, там у меня вообще не было проблем ни с осыпаниями, ни с отпечатываниями тушей. Здесь же, видимо, с перепадом температур или в связи еще с чем-то, постоянно вот эта проблема, поэтому тушь от Golden Rose, вот конкретно такая, мне резко перестала нравиться, и вообще я теперь думаю, вот напишите, девчонки, кто меня смотрит из Сибири, у кого, может быть, глубоко посаженные глаза, или кто знаком вот с этой проблемой, что тушь отпечатывается, посоветуйте мне, пожалуйста, какими тушами вы пользуетесь, в каких вы уверены. Я с удовольствием сделаю запас таких средств, потому что они мне необходимы сейчас. У нас с вами остались средства для губ, давайте их посмотрим. То, чем я пользовалась. Я пользовалась 2 карандашами от Баксом. Вот этот пробовала, ну, в принципе, нормально. Я думала вообще его расхламить, но пока не уверена. Нужен он мне или нет, оставлю еще сделаю пару макияжей, добавляла его только для того, чтобы его распробовать. Пока не уверена. И у меня вот этот вот ходовой карандаш от Баксом. Ну, тоже, я пока пользуюсь помадой от Huda жидкой, и мне этот карандаш на ежедневной основе не пригождается, но я его точила пару раз, не знаю, будут ли видны изменения, сейчас сравним. По-моему, ну, немножко там его ушло. Цвет меня устраивает, в принципе, все хорошо, пользуюсь дальше. Закончила блеск от Golden Rose, это было очевидно, хотя, в принципе, по отметке его было достаточно много месяц назад, но он был классный, прям классный блеск с такими фиолетовыми блесточками, легкий. Поверх любой помады я его наносила, он практически к любому макияжу подходил, потому что полупрозрачный. Теперь давайте я вам покажу то, чем я вообще не пользовалась. Во-первых, помада от MAC. Это бальзамная формула и оттенок Sugar Speak It. Извините, я просто про нее забыла. Представляете? Я ее упаковала в какую-то другую косметичку и просто про нее забыла. Хотя это обалденный такой нюдовый цвет. Ну, оставляю ее теперь вот в этой ежедневной косметичке. Пусть лежит. Изменений по ней никаких. Ну, давайте замерим, чтобы я не забыла. Довольно много тут этого стика. Вот так. Вообще не пользовалась вот этими блесками от Баксом. Но не пользовалась, потому что заканчивала вот тот блеск от Golden Rose. Такие повседневные оттенки, и они абсолютно новые. Также вот этот вот полупрозрачный, розовый, довольно-таки вязкий и довольно неоднозначный цвет. Его лучше так наносить потоньше. И вот этот вот оттенок Долли. Он такой более приятный, розовенький, полупрозрачный. Думаю, начать им в феврале пользоваться. Как раз сейчас у меня такое настроение для розовых макияжей. Вот сейчас эти блески и пойдут у меня на ежедневку. И хочу добавить еще пару помад, которые просто будут у меня постоянно в косметичке. Добавляю вот эту помаду от Guerlain. У меня это уже не пойми какой оттенок. Это матовая формула. Я матовую формулу от Guerlain не люблю. Но здесь очень красивый оттенок. Она у меня прям новая. Вот прям новая. Вот такая тут гравировка на месте еще. Вот до нее сколько. Буду использовать. Может быть, класть в сумочки. Хочу вывести и попробовать другую формулу от Guerlain, кремовую. Но не хочу ее покупать, потому что под нее нужен будет новый кейс, а это мне не нравится. Вроде бы как кейс бы освободить и поменять на новый стик помадный. И добавляю самую старенькую у меня в коллекции помаду. Это Marc Jacobs, оттенок Cream and Sugar 284. Ну, у меня, как обычно, нюд нюдом погоняет.
пускай остаются более бежевый, более розовый, более коричневый, но тем не менее все почти одинаковые. Ну, знаете, зато к любому макияжу глаз такое подойдет. Классная помада, классный магнитный стик, ну, просто ему уже несколько лет, возьму в постоянное использование. Вот и вся моя повседневная косметичка. Что хочу сказать, довольно много продуктов добавляется якобы в проект, ну, это просто будет мое какое-то повседневное использование. Вот этот один продукт я исключаю, просто потому что я его распробовала, приняла решение, что все с ним нормально, пусть лежит у меня в основной коллекции, и убираю. Всего было, получается, раз, два, три, четыре пустышки, плюс еще тушь, плюс еще бальзам для губ, то есть получилось 6 пустышек, если я что-то не забыла. И что я планирую закончить и от чего избавиться к началу марта, то есть за февраль месяц. Я думаю, что ну, точно закончится вот эта база, тут однозначно, без разговоров. Закончится вот эта тушь, просто потому что она уже какая-то подсохшая. И, наверное, только два продукта я жду в качестве пустышек. И те продукты, которые под вопросом, это вот этот бальзам, вот этот вот маркер. Скорее всего, расхламлю два карандаша. И непонятно, что будет с вот этим карандашом для губ. Так что вот эти продукты просто потому что я не знаю, как пойдет вот этот бальзам и вот этот вот маркер непредсказуемый. В общем, вот эти вот продукты вполне возможно покинут нас на конец февраля. Ну, а всем остальным я продолжу пользоваться. Так что вот, девчонки, спасибо, что посмотрели мой первый отчет по не Project Pen. Я надеюсь, вам будет интересно смотреть проект, потому что есть все-таки сомнения, потому что огромных каких-то результатов ждать по нему не стоит. Вот. Тем не менее, спасибо вам большое за внимание. Я вам желаю отличного настроения, прекрасного дня, чтобы все у вас было хорошо, чтобы ваша косметика вас только радовала. Всем всего самого лучшего. Всем пока-пока!